Всем привет, меня зовут Иван, это канал Юрганов Лайф. Друзья, в этом ролике будем продолжать, окончательный ролик, будем продолжать заниматься лодкой ОП-1. Она у вас сейчас на экране позади меня. В этом ролике будем устанавливать ветровое стекло на место. Будем изготавливать паёвы внутри, прокладывать проводку по всей лодке. Все возвращать на место, всякие замочки, сливные пробки, швартовые утки. Мы в предыдущем ролике тоже покрасили. И будем устанавливать их на места, прикручивать. Дальше. Сливная пробка будет стоять в этом ролике ближе к концу. Ну, в общем, все подготовим для того, чтобы отдать лодку клиенту. И наполним запас плавучести материалом пеноплексом. И прикрепаем этот крючок на место. Ну а сейчас смотрите, как это будет происходить. Подписывайтесь на канал Юрганов Лайф, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Ну и прямо сейчас погнали. Погнали строить лодку. Пишем смету, что необходимо докупить. А вот уже сегодня купили винтики из нержавеющей стали. Все как по списку, как написали. Утку прикрутили, подложили алюминиевую пластинку и получилось достаточно крепко. Сейчас занимаемся ветровым стеклом, убираем герметик старый. Вот таким образом будем срезать, полностью отсюда убираем и будем монтировать, приклепывать вот такую резину, которую мы купили в магазине резина техники. С таким профилем подобрали как раз под наш профиль. А профиль будем прикладывать вот таким образом. И изнутри клепать. Будет выглядеть вот так красивенько. В общем, смотрите. Установили ветровое стекло. Вот как выглядит теперь этот резиновый профиль. Он защищает от поддувания. Получилось, на мой взгляд,
очень терпимо, красиво. Вот эти винтики из нержавеющей стали. Открывается, закрывается, все тоже здорово. Итак, проверяем. Оп, здорово. Здесь резинку подрезал Михаил очень козырным способом. То есть вот такой паз получился. И все прилегает теперь замечательно. Ну, смотрите дальше, как будет превращаться ОП-1 из доработанной в новую лодку ОП-1. Под прикуриватель просверлили отверстие рядом с панельной с кнопками управления этим катером и поставили уже сам прикуриватель. С электрикой водку закончили. Провода проложили по всему корпусу. Все заклепали. Остается только сделать полы в саму лодку. Будем делать из вот такой влагостойкой фанеры, которую будем пилить на станке.
будет состоять из 9 частей. Это вот сюда. Раз, два, три, 4, 5, 6. И там впереди тоже 3 части, которые будут создавать единое целое. Но в то же время из 9 частей. Просверлили отверстие для крепления сливной пробки. Вот будет таким образом. Но предварительно мы нанесем на внутреннюю поверхность герметик и вот так прикрутим. Лоток для установки аккумулятора будем переустанавливать на новое место. Просверлили отверстие и заклепками будем клепать вот на ту рейку. Ну а сейчас вам, конечно же, интересно узнать, что получилось в окончании того, что мы сделали. Итак, я вам сейчас расскажу. В запас плавучести мы положили пеноплекс, вырезали вот такой лючок, заклепали, заклепочки мы покрасили в цвет. Швартовые утки также покрасили в цвет серый и закрепили правильно и с нержавеющими винтами все это прикрепили. А вместо герметика, раньше герметик был проложен между ветровым стеклом и корпусом лодки, мы его убрали и положили вот такой резиновый уплотнитель, который можно купить в любом магазине резинотехники. Дальше установили полы, ровные притом полы, которые у нас сделаны из влагостойкой фанеры. Установили кнопки включения ходовых огней,
прикуриватель на 12 вольт, USB разъем тоже на 12 вольт, вот такой, кнопка включения топового огня и кнопка включения помпы, которая сейчас работает, вы слышите, для откачивания воды. Дальше бардачок мы покрасили в черный цвет, это вы видели, заклепали защелки, все установили на место, как было до нас. Это так пожелал клиент. При этом установили, лодка, скажем так, рассчитана на 2 человека. Можно, конечно, и больше, но это будет перегруз. Где есть место капитана, это вот такой рундук, управлять мотором. И место пассажира. Оно вращается вперед, назад, складывается и прикрепили к полам. Этот рундук отодвигается и получается доступ к управлению лодкой. Здесь находится аккумулятор, размыкатель, предохранитель. Также там помпа находится. Приклепали лотки под бензобаки. Это они шли с лодкой. Прокинули все провода вдоль корпуса лодки. Полы сделали съемными, то бишь отверточкой можно открутить винтики, шурупчики и подмести, убрать, промыть от песка все это. При этом передний отсек у нас вообще открывающийся на магнитиках. Вытаскиваем, и туда клиент пожелал положить якорь. То есть таким образом достали и положили. Все это крепление на вот таких магнитиках. С одной стороны и с другой. Вот так все ровненько. При том, что сами знаете, геометрия у ОП-1 полов неровная, но мы сделали, приклепали все ровненько. Установили сливную пробку, посадили ее на герметик, который уже застыл. Правильно установили крепление топового огня на нержавеющие винты. Вывели провода, все это загерметизировали, подсоединили разъем к мотору, а от мотора уже подсоединили к всей электросети лодки. При этом сшили для клиента по его просьбе тент транспортировочный вот такого защитного цвета, чтобы укрывать лодку от непогоды, от пыли и грязи. А это с вами был Иван, канал Юрганов Лайф. Друзья, если вам этот ролик понравился, пишите комментарии, ставьте обязательно лайки, подписывайтесь на канал Юрганов Лайф, а я с вами прощаюсь. До новых встреч, до новых роликов про все, про грибы, про лодки, про автомобили, про все на свете. Пока!